Всем привет! В этом видео я хочу показать некоторые узоры прессовые с ручным разбором игл. Иногда бывает такое, что я когда вяжу какие-то изделия, и мне хочется просто перезагрузиться, немножко уйти в другую сторону, разгрузиться и потом заново войти в работу. И вот, как я уже говорила, как мы связали широкие штаны зеленые, я планирую еще комплект к этому изделию связать, поэтому вот таким моментом, то есть и цветовую гамму изменить, чтобы глазу так немножко, глаз немножко по-другому воспринимал цвета. Ну и потом, чтобы с большими силами я смогла приступить уже к созданию следующего изделия. Что хочу сказать по поводу прессового вообще плетения. У нас есть и на перфокартах, и в машине электронных есть узоры с прессовым переплетением. Но также интересно как бы создавать свои узоры и самим. Для чего иногда это нужно? Я считаю, что это нужно для понятия, как же вяжется вообще сам прессовый узор, за счет чего. И если вы попробуете, допустим, возьмете какой-то узор, начнете его делать, и потом вы в процессе будете его модифицировать. То есть у вас получаться будет, вот как сейчас я провязала, я начала совершенно с другого узора. И в процессе я уже начала что-то придумывать свое, добавлять, подумать, а вдруг, а вот так вот, а если вот так сделать. Ну и хочу показать несколько видов, которые вот мне понравились, и которые мы можем, в принципе, использовать в наших изделиях. И при этом, ну, немножко, наверное, расслабиться, потому что это, скажем так, и занимательный процесс. Вот. Что по поводу этого узора? Значит, начало этого узора я уже, как видите, уже провязала. Начинать этот узор нужно просто, ну, там выбрать, какую нить вы первую начнете, с которой нити, и провязать, ну, 2 ряда, например. Ну, то есть это все по желанию, индивидуально, вот как вы хотите начать вообще узор сам. Когда мы, вот, допустим, мы взяли голубую нить и просто провязали 2 ряда, не выставляя в переднее нерабочее положение иглы. Это я уже просто продолжаю, поэтому я вам рассказываю так. Потом, чтобы формировался у нас узор, прессовый узор формируется за счет накидов. А потом, когда пару рядов, там 2-3, ну, обычно через 2-4, вот так 6, насколько позволяет нить сделать накидов, а потом провязываются полностью эти ряды, да. Мы меняем иглы, ставим их в рабочее положение. Так вот, вот этот узор, да, когда мы провязали просто обычной гладью 2 ряда, мы должны поставить на каретки на нашей справа и слева рычажки, рычажки частичного вязания положение 1. То есть что это значит? Когда мы будем вязать с вами, то есть когда иглы будут настоять в переднем нерабочем положении, почему они сейчас называются передние нерабочие? Потому что при включенных рычажках эти уже иглы стоят в переднем нерабочем положении. Они провязываться не будут, а будут на них формироваться накиды. Ну вот сейчас мы посмотрим. Но мне сейчас надо по моему рисунку поменять нить. Но еще по своему рисунку я придумала вот что. Хотя изначально рисунок, тот, с которого я брала, там не
не так идет схема, но потом в процессе, как я говорю, уже вязания, я подумала, что так будет удобнее и красивее. Значит, мы сейчас выдвигаем соседнюю иглу, а эту задвигаем в рабочее состояние. Соседнюю выдвигаем, эту задвигаем, соседнюю выдвигаем, эту задвигаем. Вот. И при таком раскладе мы с вами никогда не потеряемся в схеме. Сейчас я поменяю нить на желтый цвет. И смотрите, я провязываю. У нас остаются иглы не провязаны, те, которые у нас стояли в переднем нерабочем положении. А те, которые я задвинула, они провязались и стали вот ровненько со всеми вместе в рабочее положение. Сейчас я провяжу, то есть один раз мы ряд провязали, и сейчас провяжем еще 3 ряда. Раз, два, 3. Можно, в принципе, попробовать и 6 рядов провязать, да? Но я боюсь, что тут толстоватая нить и не сильно оттяжка у меня, что у меня вот эти крайние могут сбрасываться потом. Что дальше я делаю? 4 ряда мы провязали желтой ниткой. Дальше я формирую свой рисунок прессовый. Следующую иглу я выставляю в передней нерабочий, это задвигаю в рабочий. Передний нерабочий, это задвигаю в рабочую. В передний нерабочий, эту задвигаю в рабочие. И по рисунку. Меняю ниточку на голубой цвет. На голубой цвет и провязываем. Все, и вяжем 4 ряда. Один ряд провязали, 3. Ой, это 3 будет, а вот это 4. И так далее по рисунку. Вот такой вот интересный и простой рисунок у нас получается. Сейчас я довяжу и покажу, как оно будет смотреться с лицевой стороны. И еще один хочу показать интересный рисунок прессовый. Значит, выдвигаем. Я беру всегда, ориентируюсь по циферкам на игольнице. И где точка выдвигаю, где единичка, точка. По-моему, тут точка 0. То есть точка и число. Точка и число. Это не будем. И мы должны провязать голубенькой ниточкой. Сейчас я поменяю. Голубенькой ниточкой. Мы должны провязать 4 ряда. 1, 2, 3, 4. Дальше мы задвигаем наши иголочки в рабочее положение, меняем ниточку на желтый цвет, ну или на другой, который у нас есть, и провязываем 4 ряда. Сейчас мы опять в тех же местах выдвигаем в переднее нерабочее положение иголочки. Так, это не трогаем. Меняем цвет нити и провязываем 4 ряда. И вот так чередуем цвета и нашу схему по рисунку. Сейчас мы задвигаем и провязываем желтой нитью. 2, 3, 4.
Также хочу предложить и посоветовать использовать разное количество цветов при формировании данного рисунка. И сейчас мы на примере это все посмотрим. Выдвигаем иглы в переднее нерабочее положение, при этом у нас рычажки частичного вязания должны стоять в положении 1. И провязываем красный, в данный момент у меня красная пряжа красного цвета, 4 ряда. Дальше мы задвигаем в рабочее положение, а рядышком выдвигаем соседние. Можете брать с любой стороны. Я просто выбрала с этой стороны, то есть у меня будет рисунок уходить в эту сторону. Также можно выдвигать вот эти с этой стороны иглы. Выдвинула, меняю нить и вяжу 4 ряда другого цвета. Так, пока говорю, сейчас еще провяжу много раз. Так, и добавим третью нить. Опять задвигаем эти иголочки в рабочее положение и рядышком выдвигаем в нерабочее положение. И добавляем третью нить. Можно так и добавить 4-ю, 5-ю. Попробуйте вязать прессовые такие рисунки. Во-первых, вы отвлечетесь немножечко, перезагрузитесь, переключитесь. Ну и, может быть, придумайте какой-то свой рисуночек. И сейчас мы повторим второй рисунок в 3 цвета. Выдвигаем переднее нерабочее положение нашей иголочки по меточкам. Получается, что при моей схеме через 4 выдвигаются иглы. И белой ниточкой провязываем 4 ряда. 4. Потом ставим иглы в рабочее положение. Берем цветофона нить и провязываем 4 ряда. Ой. Так. 2, 3, 4. Также можно сделать в шахматном порядке. Только надо посмотреть, получится ли у нас. У нас, если бы было бы 5 на 1, то тогда получилось, а так не получится. Будем продолжать по обычной схеме, по нашей. Так, выдвигаем. Если бы у нас было бы вот не 4, а 5, мы бы смогли бы выдвинуть, в шахматном порядке выстроить нашу схему. А при данном раскладе у нас не получится. Поэтому будем вот так вот делать. Ну, сейчас попробуем. Сначала этот провяжем. Возьмем другого цвета нить и провяжем 4 ряда. Опять задвигаем мы эти иголочки в рабочее положение. Возьмем опять цвета фона нить.
И провяжем 4 ряда. Ну и так можно брать любые ниточки, любое количество цветов. Так, сейчас выдвигаем опять.